Всем привет, с вами снова славный дружа Обломов. В двух словах, почему я обычно на канале не делаю сладкое? Потому что когда я начинаю считать, то есть финансово считать, какой смысл делать торт, то я обнаруживаю, что чтобы сделать торт, который в магазе стоит 500 рублей, нужно 650 рублей и еще кучу времени. То есть там закупаются тонны масла, все это промышленно месяца, а ты покупаешь по розничным ценам вот эти вот ингредиенты, их куча еще остается, потому что ты не можешь купить чего-то недостаточно, тебе нужно купить там 2 кило масла для крема, такое-то тесто, такие-то специи, столько-то корицы, столько-то безе из белков тебе нужно взбивать, а куда девать желтки? И вот это все бла-бла-бла-бла-бла, получается, что сладкое гораздо легче просто зайти и купить всякие эклеры, пирожные и прочее. Но есть один торт, который стоит того, безусловно. Фишка в том, что он с лососем, то есть он не сладкий. И лосось у нас есть, такого торта вы в магазине не купите. Я прекрасно понимаю, что многие сейчас немного расстроятся, они увидели надпись «торт», а это нифига не торт, потому что он не сладкий. И они такие, ну блин, ты нас расстраиваешь. Поэтому я делаю небольшой конкурс. Пишите в комментарии те рецепты сладких блюд, неважно, пирожные, эклеры или, например, творожный кекс какой-нибудь, которые у вас в семье живут не один год. Один из этих рецептов, который мне понравится больше всего, я сделаю у себя на канале по вашему рецепту. Для разделки данного лосося нам понадобятся ножи. И вы такие, эй! Интересно, какие же ножи он сейчас достанет? Друзья, это новая линейка от Самуры, Самура Reptile. Зацените. Вот такие вот ножички. Абсолютно новенькие. Так, давайте используем вот этот нож. Вы зацените, какой дизайн. Реально похоже на велоцираптора. Ну и, собственно, как практически у всех ножей из самуровских линеек, по балансу, по сведению и по остроте к этим ножам нет никаких вопросов. Ссылочка, само собой, будет в описании. И от себя скажу, что Самура Reptile — это одна из самых дизайнерски прикольно вымеренных и нарисованных и спроектированных линеек у Самуры вообще. У торта из лосося есть один существенный минус. Сначала лосося нужно хотя бы чуть-чуть засолить, поэтому приготовление растягивается на 2 дня. Мы засолим хотя бы на 8-12 часов вот этого чудесного лосося. Как его разделывать, не знаю, нужно показывать или нет. Я покажу просто потому что хочу. Поднимаем жаберку. Разрез. Переворачиваем. Тут тоже поднимаем жаберку. Разрез. Берем голову и так. Оба! И так. Тыть. Башка на суп. Чешую мы не счищаем, потому что мы не собираемся делать на ней стейки. Делаем вот такой разрез. И по косточкам. 1, 2, 3. И еще пару движений. И, собственно, хвостик так. Тыть. Срезаем. Самура теперь точит свои ножи в линзу, поэтому они разрезают все просто как бритва. Тешу срезаем и хребет тоже срезаем. Если на хребте осталось мясо, а какое-то количество все равно остается, это не значит, что его нужно обязательно класть в суп. Лучшие закусочки всякие, соусы великолепно получаются вот с такими вот форшмаками с хребта. Находим на филехе ребра и срезаем при минимальных затратах на мясо. Я не профессионал, но когда нож бритва, то это делается достаточно легко. Также, если видим какие-то некрасивые серые части или какие-то жирчики околоплавниковые, то тоже вот так раз и удаляем. Проводим ножом и слышим косточки. Само собой, просто их выдираем. Как всегда, как для засолки, как для сашими, как для суши, как для чего угодно. Удобно, когда у вас есть не просто плоскогубцы, а вот такие вот
щипчики. У меня такие есть. Я прикупил, потому что обожаю красную рыбу. Теперь срезаем со шкуры, посмотрим, справится ли самура, оставив 0 шкуры на мясе. На самом деле здесь не про самуру, она-то бритвенная. Типа, справлюсь ли я? Ну, я это делаю раз, наверное, 20-й в жизни, и все равно всегда косячу. Погнали. Освободим кусочек хвостика, чтобы я мог увидеть шкуру. Шкуру натягиваю и начинаю забуриваться под мясо, подтягивая шкуру. Так. Давай же, не срезай шкуру. Ну, я считаю, что неплохо. Я оставил буквально миллиметр рыбы, и шкура абсолютно целая. И филеха просто божественная. Видите? Это серая, это не шкура, это не считается. Это прям, как это серое подшкурье, потому что нож слишком острый, прорезал чуть сильнее. Вот так. Да, кстати, если у вас на шкуре тоже остался миллиметр мяса, то никто вам не мешает это мясо тоже в ваш форшмачок, в соусы всякие там креольские и прочее, вот так вот счекрыжить, потому что оно, конечно, выглядит так, серенькое немного, но это просто адская вкусняха. Вторую шкуру я срезал вообще идеально, а на видео это мы не записали. Итак, как засаливаем? Есть разные типы засолки для тех, кто хочет более, не знаю, спайси, засаливают там с перцем. Кто хочет немножко кисленькую, пикантную рыбку, засаливают, например, с моченой брусникой. Но есть вариант, который просто всегда такой, типа, это всегда дофига норм. Это 8-12 часов засолки. Просто присыпаете 2 частями соли, 1 частью сахара и куча укропа. Все. Морская соль. Если надолго засаливаете, например, на 2 дня, лучше супер крупная. Если буквально там 8-12 часов, лучше помельче, чтобы просолилась. И 1 часть сахара, хотя можно даже 1 к 1. Сладким не будет. Все это дело в основном вытягивает влагу из рыбы. И куча укропа. Прям с палками, со всеми делами. Не слишком супер мелко, но чтобы аромата было много. Прям куча укропа. Перемешали соль и сахар. Насыпали вот такой вот слой. На слой разложили укроп, чтобы удобнее было, разрежем пополам. Кладем. Сверху тоже присыпаем укропчиком и засыпаем солью с сахаром. Не мега вот так, знаете, просто кучу соли, а типа вот так, но мы присыпали. Вы спросите, когда все это доставать из холодильника, когда все это можно есть? Честно вам признаюсь, если вот просто тоненько нарезать и есть, то через 3 часа. То есть соль уже через 3 часа подвытянет влагу, оно совсем будет чуть малосольненькое, с укропчиком вот идеально будет. Но у нас это дело идет в торт, а в торте, как правильно, блин? В торте. В торте у нас будут еще слои крема, и у нас будут еще блины, поэтому можно, чтобы помощнее, это там 10, я говорил, 8-12, вот типа того. Однако, реально, 3 часа, все это просто смыли, салфеткой просушили, это великолепно. Ко мне позавчера заходила мама в гости, она такая, что купить по дороге? Я такой, ну купи что-нибудь к чаю, посидим там, попьем чайку. И она принесла красную рыбу, знаете, эту в вакууме запакованную красную рыбу. Я что-то с ней не стал есть, потом думаю, сделаю бутер. Я эту рыбу достал и выкинул. Вы скажете, ты зажрался, ты урод, ты типа выбрасываешь красную рыбу. Ну когда она я лучше хлебушка с маслом съем. Серьезно, когда вот из этих упаковок оно в жижу превращенное, какое-то вот мерзкое. Солите, короче, сами рыбу, капец. А вторая филеха идет маме оператора. Вот, потому что все говорят, что я не кормлю операторов. Нет, мне для тортика нужна будет 1 филеха такого большого лосося. Так что увидимся завтра утром. Что ж, для меня настал следующий день. Надеюсь, что для вас тоже. Блин, как-то прозвучало не очень. Короче, посмотрим, что случилось с нашей рыбой. Вот она, родимая наша рыба. Соль выпитала кучу влаги. Зацените, просто зацените. Вот это вот все просто вода из рыбы. Целый стакан воды. Ну и рыба, само собой, стала более плотной. Вынимаем рыбку
Вынимаем и кладем полежать в обычную пресную воду, потому что самый верхний слой вполне возможно может быть пересолен. Супер упругая красная рыбка. С рыбой все понятно, она прекрасна. Теперь логика действий следующая. Замешиваем тесто для блинов, и пока оно настаивается, растаивается, как бы открываю секрет, если вы вот замешали тесто для блинов и сразу начинаете жарить, у вас блины будут рваться, распадаться, и то есть там не происходит нужных процессов, грубо говоря. Тесто не становится тягуче-клейким. Ему нужно постоять сколько-то, хотя бы там 20-30 минут. Ну и пока оно настаивается, мы будем делать крем. Нам нужны тонкие блины. То есть, как сделать тонкие блины? Берете любой рецепт блинов, но тесто замешиваете реально жиденько, чтобы у вас получились тонкие блинчики, как слои тортика. У меня на канале уже есть рецепт тонких блинов. Вот смешиваете все вот так. Если же вы типа такие... Ну, типа, а давайте, может, не надо, тогда покупаете просто пачку какой-нибудь готовой блинной смеси и замешиваете ее жидко. И фигачим кефир до состояния жидкой-жидкой сметаны. Комочки, обожаю комочки. Маслица туда еще вот так хорошенько ливанем для жирноты блинной. О, ништяк. Ну, то есть вот такая, видите, жидкая-жидкая получается сметана. Ну и третий ультраважный компонент — это крем. Крем, я всегда говорю крем, потому что мне кажется, что так сочнее, чем крем. Крем звучит мощнее и жирнее. Он будет состоять из взбитых сливок, и вы можете взять либо маскарпоне, либо рикотту. Фишка в том, что получилась сливочно-чесночная масса. Мы туда чесночка немножечко натрем, укропчика покрошим. В принципе, вы можете просто положить туда густую сметану, и будет все равно очень вкусно. А можете, если денег у вас больше, то взять, например, там всякие маскарпоне, крутые сливки взбить, какие-то сыры крутые, ну вы поняли. Мягкие, намазывающиеся сливочно-творожные массы. Возьмем сливочки 22% и взобьем их. Но будьте аккуратны, не доводите ваши сливки до состояния масла. Просто вот взбили густые, и я для густоты добавлю еще рикотты. Вот. Взобьем еще пару секунд. Теперь возьмем чесночок и, собственно, его мелко-мелко потрем в наш крем. Я чеснок обожаю, поэтому целую вот такую вот мелко порубленную чайную ложечку. И укропчика в труху. Вот так мы его побреем сначала маленечко, чтобы мегапалок не было. И в труху. Вот так. Народ, на вкус это просто офигенно. Хочется положить на хлеб и скушать. Но у нас это крем в торт, поэтому пока что убираем в холодильник, чтобы погуще еще стало. Теперь можно обсушить немножко лосось, потому что лишняя соль с самого верху ушла. И проверить еще раз на наличие костей, если какие-то забыли. Я вот здесь, например, косточку забыл. Но я не знаю, нужно ли кого-то учить печь блины. Главное, делайте это на сливочном масле и обязательно первый блин выпекаете, пробуете и добавляете соль, сахар по вкусу. Но это не сладкие блины, потому что торт как бы с рыбой. То есть они могут быть, ну, знаете, чуть-чуть, вот для вкуса чуть-чуть можно добавить соли и сахара. Сливочное маслице. Погуще так, побольше. Средний газец и жидкое тесто. Наливаем тесто чутка сбоку и в одно движение. Вот так. Отточенным навыком. Слишком много маслица, но ничего. Первый блин, как говорится, комом. Распространяем блин. Когда блин переворачивать? Да когда он высох вот здесь с одной стороны и нет жидкого теста. Тогда его можно подбросить. Так, значит, газ сделаем чуть поменьше. Сейчас попробуем и внесем коррективы. По вкусу мне все нравится. Для тортика будет идеально. А вот по жидкости я добавил еще полстакана воды, чтобы тесто стало
даже не жидкая сметана, еще жиже, чтобы блины были совсем тоненькие. Итак, чистовой блин. Маслица. Размазываем кисточкой, лишнее убираем. Кисточка удобная, прикольная. О, блинчик стал тоньше, не зря я водичкой разбавил. И, собственно, как только вот высыхает, последние пятнышки влаги высыхают, можно переворачивать. Перфекто! Я блинный мастер. С другой стороны, блин жарим буквально минуту. Угу. Я только что выложил в Инстаграм видосик, как я типа в слоумо переворачиваю блин, и там комментарии из серии «С какого раза у тебя это получилось?» Или типа «Сколько у тебя до этого блинов типа пошло, не знаю, на потолок?» Я серьезно не понимаю, в чем проблема. Может у меня дар какой-то или типа того, но мне кажется, что это очень просто. Так, вот такая куча блинцов. Так, короче, блины я поставил на подоконник, чтобы они остыли. Потому что если на горячие блины класть рыбу, то она... блин, фигово! Нужно было брать другие полотенца. Посмотрите на это. Посмотрите на это, прилипло. Придется еще раз помыть и еще раз просушить. Дерьмо. Ну ладно. Так, вот. Салфеточки из Икеи. Отлично. Упругая вот такая рыбка. Шик, блеск, красота. Надо нарезать тоненько. Нам, в принципе, просто нужны вот такие вот пластинки, максимально тонко нарезанные. Хотя, если не очень аккуратно, то есть будут какие-то там кусочки. Не вопрос, это же все идет в прослойку тортика. Рыба, блины, крем, все, что осталось, все это дело прослоить слоями. Нам для этого понадобится кулинарный мешок, пакет, хрен его знает. Короче, чтобы удобнее было, можно и просто вилкой, ножом все это дело вот так разравнивать, но с этой штукой будет удобнее, смотрите. Навалим прямо туда. Блин, пахнет чесночок, петрушечка. Отлично. Итак. Первый блин пошел. Смажем его кремом. Немножечко, не густо. Можно слегка разровнять. Хотя, ну, под прессом остальных блинов все это разровняется само. Забью. Следующий блин. И сюда у нас идет рыба. Еще дадим блинца. И опять крем. Короче, идею вы поняли, да? Кажется, что блинов было дофига, соуса было дофига, точнее крема, и рыбы было дофига. А получился из всего из этого, осталось там только для розочек немножко оставили крема, получился вот такой вот тортик. Вопрос, нужно ли ему настаиваться? Ну, желательно. Объясняю почему. Просто чтобы он стал плотнее. Видите, он такой весь воу-воу-воу-воу, как желейный.
Чтобы он стал плотнее, оставим его на ночь в холодильнике. И всем доброе утро. Наш тортик, я надеюсь, настоялся. Смотрите. Тортик стал поплотнее. Вот так. И немножечко усел. Мне кажется, что буквально на полсантиметра. Ладно, давайте его украсим. И, наконец-то, посмотрим, что внутри. Вот так. Я бока у тортика покрывать не буду. Для этого нужна крутилка. И мне хочется, чтобы у него, ну, чтобы с боков было видно, что это блины. А то будет совсем обычный торт будет на внешний вид. Что ж, давайте я отрежу себе кусочек. Блин, ну прорезается он супер легко, конечно. В одно движение. Вы только зацените это. Я думаю, с такого куска можно прямо наесться на целый день. И пробуем. Я не буду закатывать глаза. Вы что? Как? Ну, конечно, как будто у него все вкусно. Дело в том, что я вчера остатки блинов с этим кремом доел. С рыбой. Поэтому это просто очень вкусно. Это просто очень-очень вкусно. Вкус нежный, творожно-сырный из-за вот этой вот рикотты. Чеснока практически не чувствуется, от него только вот легкий-легкий аромат петрушечки и чеснока. Ну и вкус соленой рыбы. Вот. Ну, икра на самом деле, по большему счету, честно признаюсь, икра не нужна. Ну, то есть она клево выглядит сверху, но вот прям для вкуса она слишком соленая, то есть можно и без икры, не тратьте на нее деньги. Вот, ее лучше там с булочкой с утра с маслицем съесть, с чайком. Вердикт? Да никакого нет вердикта, народ. Понимаете, это если бы был какой-то сюрприз, типа, интересно, вкусное ли это сочетание? Блины с красной икрой. Как вы думаете, вкусное это сочетание или нет? Это офигенный торт. Если вы готовы запариться, то есть он запарный. Он запарный, вот именно поэтому я к всякой вот кондитерке вот такой отношусь, ну не с недоверием, а с опаской, потому что это долго. Мы его делали 2 дня, он настаивался, мы пекли блины, я часа 2 стоял, вертал вот эти вот блины, замешивали крем, взбивали сливки. Кстати, вместо взбитых сливок с рикоттой и чесноком и укропчиком можете брать любую творожно-мягкую кремовую смесь, просто туда добавлять немножечко чеснока или каких-то ваших любимых специй. Ну, я имею в виду, которые подходят к лососю и к блинам. Народ, если вы считаете, что после этого я не заслужил вашего царского лайка, то я не знаю, что вы вообще за человек. Ну и я напоминаю, что спонсор данного видео — ножи Самура Reptile, ссылочка в описании. Кому понравилось, как они выглядят, как они режут, какие они офигительные, эргономичные, дизайнерские, лютые, стильные и суровые, ссылочка находится в описании. Ах да, и напоминаю, что пишите в комменты, какое сладкое блюдо вы предпочли бы, чтобы я сделал. Эклеры, Наполеон, что-нибудь. Я попытаюсь. Если получится, выложу, потому что, ну, скажем так, не все сладко. Процент сладкого, который я пытался делать и которое не получалось, наверное, половина сладких блюд, которые я пытался сделать, вы видео эти не увидели, потому что у меня не вышло. Ну, либо эклеры не взошли, либо коржи, которые должны увеличиваться, лопнули и осели, либо там крем отворожился, отслоился, и он такой комками стал. В общем, не знаю. Пишите в комменты, что сделать из сладкого, я попытаюсь, типа того. Еще раз огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.